Я Сергей, люблю опаздывать. Сергей Мазур, директор компании Simple Sail. Знает о лодках все и даже чуть-чуть больше, чем хотел бы. По гороскопу – Скорпион. Кофе уже остыл. Ну что ты такая грустная? Холодно, мокро. И ты опаздываешь. Катерина Василевич родилась в Подмосковье, выросла на Камчатке. Призер международных регат. Трижды яхтсменка года в Республике Беларусь. На берегу проводит времени меньше, чем в море. По гороскопу Овен. Как тебе остывший кофе? Вкусно. Погода в Черногории резко меняется. Сейчас идет дождь, но как только мы придем на лодку, сразу выйдет солнце. Будет эгегей. Там будет, значит, солнце, вечеринка. Холод и вода. Да не, шары воздушные будут. Праздник. Все ты только рассказываешь. Представь себе, что мы остались с тобой вдвоем. Ты, я и лодка. Что я делаю, чтобы тебя взбодрить и повеселить? Делаю комплименты. Что еще? Обнимаешь меня. Обнимаю еще. А сегодня ты опаздываешь. Кофе пей и пойдем. Будет сложно развеселить Катю, но мы постараемся. Круизный катамаран «Лагун-46» 2022 года выпуска. Парусное вооружение. Грот Лейзибэк. Стаксель скрутка. 2 двигателя Янмар мощностью 57 лошадиных сил. В нашей комплектации 3 каюты. Комфортная вместимость 9 человек. Что у нас есть на баке на этом катамаране? Здесь каюта, так называемая шкиперская каюта. Довольно просторная, даже полочки есть. Ну, там, конечно, проблема с вентиляцией, да, но когда полный катамаран гостей, шкипер там комфортно размещается, открывает люк и живет. Можно даже что, кондиционер парить. Как эта игра называется? Гольф. Точно. Можно поиграть в гольф. Люк можно использовать как лунку при игре в гольф. Но стоит помнить, что попытка поиграть в гольф на малоисследованной площадке может обернуться недовольством хозяина лунки. Ты уже даже готов к гольфу. В гольфов? Я всегда готов в гольф. Поехали дальше. Отсек для генератора. Генераторов и кондиционеров в 2022 году не стало. Поэтому здесь есть подготовка под генератор, но самого генератора нет. Потом поставим. Ну, попозже поставим. 2 бака для воды. Они соединены вместе, поэтому не нужно бегать, ничего переключать. И здесь доступ к цепному ящику, потому что вот тут лебедочка рядом, и цепь опускается вниз. Единственная проблема, смотри, как мало места. Крупный человек сюда не влезет и с цепью ничего не сделает. Поэтому на борту всегда должен быть маленький, худенький и красивый член экипажа. Якорная лебедка расположена в центральной части бака. И у фонтейнов якорь идет сразу вниз, вот здесь вот. Да, и ты его не видишь. Да, а у лагунов он вот туда идет до конца и под балочкой, под передней опускается. Также здесь, смотри, видишь, есть усы. Для того, чтобы цепь не билась по поплавки, мы цепляем усы, и нагрузка распределяется, когда лодка стоит на якоре, на эти усы. Здесь ящик для хранения кранцев, ну и всякой ерунды. Также управление здесь якорной лебедкой тоже здесь присутствует. Да, и ручка рядом. А еще здесь можно, я думаю, натянуть сетку, вот попытаться. Так. И поиграть в волейбол. Прекрасная идея. Предлагаю устроить соревнования. Команда левого борта и команда правого борта. Че, ушел, что ли? 1-0. Мячик улетел в воду. Но у нас есть мощный рип и Василий. Василий – потомственный член экипажа. Арендован в Международном бюро мер и весов как эталон. Его рост ровно 2 метра и 3 миллиметра. Уверен, что Бог создал яхту, а потом остальной мир. По гороскопу родился утром. Василий подбирает мячи. Счет 1-0. Ну что вы делаете? Катя, надо переживать. Ты за кого болеешь? За левый борт или за правый борт? За правый. Я тогда за левый борт болею. Ребята, вы ведете, они уже 2 раза не смогли отбить. Поединок был, в общем-то, динамичный. Правда, сетка несколько мешала игре.
Правый поплавок. Здесь расположена такая же шкиперская каюта. Она, правда, не оборудована, поэтому просто место для хранения всякого барахла. На лагуне огромное количество места. Слушай, ну какую-то игру надо и для правого поплавка. Может быть, вот это вот, как она называется? Бадминтон? Чемпионат катамарана Лагун-46 по бадминтону. 3, 2, 1, поехали! Бадминтон на катамаране оказался весьма удачным развлечением. Так что этот вид отдыха можно вполне записать в штатную возможность игр на борту. С одним моментом. На взгляд съемочной группы, если появится желание провести турнир на лодке, следует запастись валанчиками и бензином для тузика, чтобы доставать эти валанчики из воды. А так, это довольно веселое времяпрепровождение. Фронтальный люк. Открывается окно вниз. И у тебя есть доступ в салон. Нужен люк, безусловно, для того, чтобы отдыхающим здесь подавать какие-нибудь вкусняшки. Нужен еще тот, кто подает эти вкусняшки. У нас есть Фендермен. Фендермен родился на заводе резиновых изделий во Франции 3 сентября. Был отбракован и оказался в море. Приставал в маринах к яхтам, потом прибился к нам. С помощью жестов убедил съемочную группу, что является яхтенным экспертом. На лодку был принят в качестве высокотехнологического краш-манекена. По гороскопу второй слева. Фендермены, фендермены. Люк мы опускаем, и вентиляция получается просто шикарная у салона. Что очень удобно, потому что когда жарко, хочется, чтобы тебя обдувало, потому что внутри все накаляется. А еще ты можешь на сетке полежать. А если ты перевернешься, то ты будешь смотреть дельфинов. Максимум 400 килограмм. Я не вешу 400 килограмм, поэтому мне можно находиться на сетке. Вот так. В любом случае, по технике безопасности на сетке прыгать всем запрещено. Но дети всегда прибегают на лодку и начинают скакать на этой сетке, поэтому родители, будьте внимательны, следите за детьми, чтобы они вот так не делали. Выйди. Бушприт. У нас же здесь есть еще оборудование для генакеров. Можно поставить дополнительный парус, когда идете по плотным курсам. Довольно приятная опция. Такси скрутка, грот. Классический лейзи-бэк с квадратным топом и сквозными латами. Предлагаю куда-то стартовать. Пойдем, окуну тебя в океан веселья. Короче, придумал. На флае весело лежать. Значит, ты смотри, садись. Нет, садись. Ран, ты что? Вот видишь, как тебе сразу смешно стало? Смотри, ты можешь вот так посидеть. Пост управления офигенный, все удобно, смотри, тут дотянулся. Но минус поста управления в том, что ты отсюда нифига вообще не видишь. Ты не видишь ни левого борта, ты не видишь ни правого борта, ты не видишь кормы, ты видишь только бак. Поэтому идти ты можешь только прямо, если у тебя опыта мало. Есть здесь камера? Ну, блин, камера, ориентироваться неудобно. Либо камера, либо карта. Глаза, всегда нужно глазами. Поэтому на других лодках, где пост смещен, ты хотя бы один борт видишь. И уже этим бортом как-то швартуешься. Поэтому на этой лодке одному человеку управлять тяжело. Теперь вставай. Чтобы было весело, нужно все время что-то делать. Иди ложись туда. Места офигеть как много. Можно веселиться везде. Там. Да. А здесь смотри, какие удобные штучки, чтобы телефоны не улетали. Или наушники, или что-нибудь еще. Тебе не хватает коктейля здесь, да? Вот нужно так тебе что-то дать. Кефира. Кефир есть алкоголь. Его нельзя на борту. Кефир на борту не держим. Значит, я сижу вот здесь, смотри. У тебя коктейль. Я рулю. До руля, правда, не очень достаю. Ну ладно. Автопилот. Можно ногой. Значит, я рулю, смотрю на тебя и рассказываю тебе всю веселую историю. Весело? Нет. Я придумал. Я тебе не расскажу, это будет сюрпризом. Поехали. Левый. Правый. Лодка новая, 241 час на левом и на правом двигателе. Так, я отвлекся. Мы же швартовые отдаем. Что там происходит? Вась, что там происходит? Видите, отдал, сейчас кормовые отдаю.
всегда нужна обратная связь. Желательно, если Василий отдал швартов, он должен сказать, отдал швартовый, чтобы рулевой здесь понимал, что происходит. Потому что лодку же может куда-нибудь понести. Василий, нужна обратная связь. Я его кормовой отдал. Вот. Это была обратная связь Василий. Подруливающих устройств на катамаране нет. Поэтому надо, как на тракторе, рулить. У вас очень далеко двигатели находятся. И, в принципе, можно штурвал зафиксировать и вообще его не использовать. Когда подходите, отходите. Можно управлять только вот этими ручками. В раздрайв поставить, например. Куда-то мы поехали уже. А моринг? Вот лодка взяла и неожиданно поехала на моринге. Ее так понесло. Отдавай моринг, Вась! Это проблема с катамаранами. Василий, давай уберем кранцы, наверное. Да, убираем. Ты же не хочешь, дорогая, чтобы все думали, что ты новичок? Ветра нет, поэтому можно подурачиться. Лагун сделал полный оборот вокруг своей оси прямо в марине. И это выглядело, как будто большая лодка станцевала морской вальс. Такой благородный катамаран может себе это позволить. Моторы здесь Янмары. Хорошие. Но есть нюанс. Там электронный впрыск. Если молния ударит в мачту, то ты ничего не сможешь сделать, да. Только под парусом ехать. В общем, это проблема, да. Так, ну поехали. У нас ходовые испытания. Значит, мы сейчас ручки поставили на первый щелчок. У нас 800 оборотов и скорость 3 узла. Ветра практически нет, волны нету. Давайте немножко дадим оборотов. 1000 оборотов дал. А лодка как ехала 3 узла, так и едет 3 узла. Ладно, давайте дадим больше оборотов. 1500 дадим. Что мелочить? Ты же внимательно слушаешь. Я ведь это все тебе рассказываю. Да, пошла вибрация. Пошла жара. 3,5 узла. Я не могу, я хочу больше скорости. Давай 2000. О, смотри, как завибрировало. Чувствуешь? Бум, Да, я лежу и вибрирую. бум, бум. 2000 оборотов. Есть вибрация. И скорость 5 узлов. Все, поставил на автопилот, чтобы не отвлекаться на штурвал. Давайте дадим 2300. 2300. Смотри, вибрация пропала. То есть получается, что ну такая она меньше стала. Есть вибрация, она просто другая. 6,5 узлов. Уже прям едем уже. Но я хочу еще быстрее. 2600. В принципе, на 2600 никто, конечно, не ходит. Все ходят 2200. Но 2200, как правило, максимум. Так двигатели слабые. Сейчас скорость 7 узлов. То есть, если бы я шел на круизных оборотах там 2200, 2300, то скорость у меня была бы всего 6 узлов. Мало. Мало. Поверь. Когда сбавляю скорость, меня обдувает ветром, мне становится холодно. Смотри, я дал максимальные обороты. Перед тем, как сбавить, чтобы ты почувствовала разницу. Значит, 3000 оборотов в минуту. Лодка просто несется. 8 узлов. Карл, 8 узлов. Холодно. Но это мало, 8 узлов. Прям совсем мало. Итого такое. Лодка развивает всего 6 узлов на круизных оборотах. Хочется, конечно, больше, но это смешно 6 узлов ходить. Ехать. Хардтоп. Гик очень высоко. Вот лесенка топ-топ-топ. И с парусами можно работать. Единственное, что я боюсь там находиться, когда качает. Поэтому... На волне, я думаю, она будет шататься. Ты туда залезла, лейзибэк открыла, слезла и все. И больше туда не ползаешь. В море, когда качает, поползать не надо. Правило, да. Здесь электрические лебедки, они на левом и на правом борту. Получается, если ты работаешь с лебедками, у тебя вот здесь на посту рулевого ничего не мешается тебе. Ты поставил туда члена экипажа. Кто-то может помочь даже тебе с лебедками. Да. Наверное, я такое резюме подведу. Флайбридж огромный. Можно бесконечное количество раз сказать. Огромный флайбридж. Все находится вот в одном месте. Но эргономика у лагуна хорошая. Поэтому, в принципе, я считаю, что удобно вот здесь всем управлять. Сидишь, ты видишь карплотер нормально. Тебе не нужно никуда там ни влево, ни вправо отвлекаться. Он большой. И у тебя прям прекрасный обзор отсюда открывается. Поэтому, я думаю, в море здесь кайф. Особенно, если вот ветерочек небольшой. Солнышко светит, и ты идешь, кайфуешь. И самое главное, что это такая отдельная зона. Вы не мешаете тому, кто в кокпите, в салоне, естественно. Вас не слышат, не видят. И те, кто впереди, вас тоже особо не видят, не слышат. Получается, это прям отдельная такая приват-зона. И здесь можно отлично тусить и отдыхать. Да? Согласна? Отлично. Она согласна. Тебе нравится? Ты веселее становишься. Ты мне обещал сюрприз. Тебе нужно закрыть глаза. Потом я тебе когда скажу, ты их откроешь, и ты увидишь нечто.
еще багор взяли. Чтобы добить. Греби оттуда. Почти поехали, ноги разошлись. Ну, кого развлекает? Меня или себя? Не выходит каменный цветок. Ну знаешь, как будто бы не хватает скорости. Давай уже, хватит мне сюрпризов. Основной сюрприз был впереди. Сергей, желая развеселить Катю, на одном из стартов попросту сорвал спину, о чем потом жалел все оставшиеся дни съемок программы. Поехали, что ты? Заканчиваем, все. Не получилось. Лыжник. А теперь еще один душераздирающий тест. Кто быстрее поднимется по мачте? Фендермен или Виктор? С правого борта Фендермен. С левого борта Виктор. Кто быстрее? Фендермен или Виктор? Виктор на руках, Фендермен на лебедке. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Фендермен подбирается к Вите все ближе. Витя старается до первой краспицы. Победил Виктор! Начинаем готовить праздничную запеканку. Запеканку будет готовить Катя. Катя, готовь запеканку. Помоги, пожалуйста, мне с творогом. Пока ты готовишь, я тебе расскажу о том, какая здесь замечательная кухня. Большая раковина, она одна, и она просто огромная. Поэтому, когда посуду мы будем мыть, все вот прям здесь будет отлично ты будешь мыть посуду? размещаться. Мусорное ведро не здесь, оно там снаружи, поэтому мусор придет, чтобы Это, выкидывать. кстати, не очень удобно, согласись. Если мы здесь готовим, то ходить выбрасывать мусор наружу неудобно. Но стоять мне здесь резать удобно. Вот, вдвоем можно спокойно разместиться на кухне, и мы друг другу не мешаем. Места, да, реально много. А возле плиты вдвоем уже не встанешь. А зачем у плиты вдвоем стоять? Потому что командир у плиты должен быть один. Как и за штурвалом. Ты будешь стоять у плиты, а я буду стоять за штурвалом. Значит, смотри. Я правильно все сделал? Он же в марле. Я марлю не снял. Слушай, Снимай аккуратно. Я всегда косячу, когда что-нибудь готовлю, но зато получается очень вкусно. Оригинально. Все будут знать, что в Черногории творог продается в марле и называется вообще сыр. Так, а я перемешиваю руками, правильно? Можешь вилкой? Я Съешь бананик. Спасибо. А, у тебя руки чистые? Относительно. А можешь достать тарелку из раковины, а я руки сполоснул? У нас тут два крана с пресной водой и соленой водой. Для того, чтобы включить соленую воду, нажимаем кнопочку. И так бежит соленая вода. И есть вот такая вот штука. Достаешь и удобно. Моешь и... Особенно какие-нибудь вок-сковороды или противень от духовки. Да, вот такой штуки не хватает реально дома. И то, что она есть на лодке, это прям вообще бомба. Можешь начать туда вмешивать сметану. Дома, кстати, мы также готовим. Я все время спрашиваю у Кати, как и что делать. И она мне подсказывает. Перемешиваем. Вот эту ложку я взял из такого ящичка. Очень большой и удачный ящик. Здесь все приборы размещаются. Изюм турецкий. Я добавляю в запеканку льняные семечки. Очень полезная штука, рекомендую. А что за шкафчик над духовкой?
удобный шкафчик. Там лежала доска, здесь можно тоже что-нибудь хранить. Здесь также расположены вот эти вот дуги. Держатели, да? Держатели для посуды, которая стоит на плите и готовится. Очень удобно на волне, в качку. Тогда не улетит ни чайник, ни кастрюлька. Духовка ничем не отличается от обычных стандартных яхтенных духовок. А давай поставим термометр туда. Ставь термометр туда. Я не могу нагнуться, ты можешь туда поставить? Мне тяжело со спины. Не обожгись. Подожди, а что рядом с тобой? Что за шкаф? Пока там лежат обвязки. Но он не сильно глубокий. Ну, сюда влезут масло какое-нибудь. Макароны, я думаю, какая-нибудь крупа, банки там, с горошком, с кукурузой. А здесь, в этом шкафчике, у нас ничего особенного. Там расположена розетка под раковиной. Это любимая фишка Бенету, чтобы вода была над электричеством. И какой-то кран, для посудомойки, чтобы перекрывать просто у посудомойки вход для воды. На что я сразу обратил внимание. Значит, открываем. И у нас здесь морозилка. Это круто, что на лодке есть морозилка, но как часто вы пользуетесь морозилками? Конечно, не часто. Поэтому в идеале, чтобы тут был холодильник, потому что в этом холодильнике бы хранились продукты первой необходимости, которыми мы все время пользуемся. А еще могу тебе показать отличные шкафчики. Очень удобно ставить чай, кофе, какие-то мелкие банки, приправы. Здесь есть металлический ограничитель, который не позволяет им вываливаться даже на качке. И этих полок здесь 3. Поэтому сколько всего ты полезного можешь разместить? Да, места много. Ты знаешь, что здесь расположена микроволновка. Если ты заказываешь опцию микроволновки, то здесь микроволновка. Даже если поместить сюда микроволновку, здесь все равно будет место. И рядом с плитой достаточно большая поверхность. Она тоже ограничена вот таким бортиком, что не дает тому, что вы сюда поставите, улететь. Но так как здесь идет декоративное покрытие с верфи, то чтобы его не запачкать, сюда желательно стелить какое-нибудь нескользящее покрытие. Удачная подсветка. А давай откроем. И шкафчики. Вот здесь тоже есть бортики. На некоторых лодках бортиков нету. И когда вы открываете шкафчики, такое уже было, отсюда все вываливается так вот вниз и разбивается. Кухня эргономичная. В принципе, все на расстоянии вытянутой руки. Я не устаю повторять, что лодку качает. Поэтому, когда вы находитесь на кухне, вам все время надо во что-нибудь упираться. Здесь удобно. Во все стороны ты можешь упереться. Да, катамаран качает не как яхту, его прям так трясет в разные стороны. Поэтому, да, на кухне удобно. Тут ты прям можешь за все хвататься и держаться. Сверху не за что. Давай посудомойку посмотрим. Смотри. На яхты ставят маленькие посудомойки на 6 комплектов посуды. Я, в принципе, против посудомойки, потому что посуду легко помыть руками, когда ее немного. Значит, стандартный электролюкс работает от 220 вольт, поэтому вы должны быть либо подключены к берегу, либо у вас должен работать генератор. Если ты стоишь на якоре, то посуду ты не помоешь в посудомойке, и при этом в любом случае придется мыть руками. Поэтому посудомойка – лишняя трата денег. Это только твое мнение. Открой последний шкафчик. А здесь у нас место для сковородок очень удачно подходит. А доводчик есть? Попробуй. Да. Но закрывать надо все-таки руками. Да, потому что там специальная защелка, чтобы шкафы не открывались, когда лодку качает и трясет. Потому что все они у нас наполнены посудой, и они очень тяжелые. Поэтому там есть специальные стопора. Боль любого катамарана – это углы, функциональность углов. Либо их невозможно использовать, либо они никак не используются. Так вот, на лагуне тоже есть проблема с углами. Розетку разместили в углу. Соответственно, если вы будете туда что-то ставить, вы будете подключать к этой розетке. Но я сюда не хочу ставить, потому что здесь нету бортиков, и все улетит. Я хочу поставить бы чайник сюда поставила, но нужно тянуться до розетки. Вот проблема этого угла, что розетка размещена не там. Ой, какая большая кухня, я не знаю, чем здесь заняться. Вынеси мусор, пожалуйста. Мне кажется, Катя сейчас напоминает среднестатистическую женщину, которых 98%, которая просит своего напарника, сожителя вынести мусор, а мусор как лежал, так и лежит. Вынеси мусор, вынеси мусор. Определенно на этом катамаране нужна еще скалка. Вынеси мусор. Запеканка отправляется в духовку. А до скольки градусов нагрелась духовка? 180. Отлично. Вынеси мусор. Я пошел. Ну, вынеси мусор. Отсек для мусора расположен
достаточно удобно. Точнее, его исполнение. Столешницы просто дырка. Открываем крышку. Кстати, крышка часто улетает, когда шторм, поэтому часто ее просто приделывают. И здесь у нас мусорный пакет. Берем, кидаем, мусор туда, пока он не наполнится. Вынимаем, тут резиночка и выкидываем в море. Но когда мы в море, когда дверь закрыта, ее постоянно открывать, выкидывать не очень удобно. В идеале, конечно, чтобы она находилась внутри. Ну, такое исполнение. Здесь у нас есть еще окно. Если вы его откроете, то с камбуза можно сюда подавать гостям прохладительные напитки. Дверь, она у вас постоянно ездит. И это очень опасно, потому что вас реально может ударить на качке. Дверь фиксируется вот в этом положении. Посмотрите, какое расстояние у нас здесь для того, чтобы вы могли пройти. Я еще могу тут пролезть кое-как, но если у меня одежда непромокаемая, спасательный жилет или человек покрупнее, он просто не пройдет. Закрытие и открытие двери – это целые приключения. Для того, чтобы открыть, вы должны нажимать здесь и изнутри. Дальше не идет. У нас есть вторая секция. Для того, чтобы нам полностью закрыть дверь, нам нужно залезть вот туда, нащупать стопор и потом тянуть все вместе. Вуаля, дверь закрыта. Кто-то меня обещал веселить, а в итоге я еще и готовлю. Пока запеканка у нас готовится, садись телевизор, посмотрим. У меня есть для тебя отличное видео. Зачем свет выключаешь? Ну, а как тут неудобно, выключатели расположены. Выключатели тут по всей лодке разбросаны. Чтобы включить свет, можно туда лезть, под диван. Сбоку там свет включается, там. Ну, в этом углу поудобнее, конечно. Конечно. Какое до боли знакомое видео. Слушай, воткни телефон на зарядку, пожалуйста. А здесь и некуда. Почему Боюсь, я некуда? тебе не помогу, потому что здесь только выключатель. А здесь и больше ничего нет. Ближайшая розетка только получается там. Ну-ка, сходи туда, воткни. Ну, у меня болит спина, я устал, я готовил, стоял. Диван для мужчины – это то место притяжения, которое он не захочет покидать под любыми предлогами. Сергей не был исключением. Слушай, вот ты тут сидишь, тебе кондиционер не дует? Неудобно. Можно. Даже как полочка служить не может. Можно застудиться. Чем-то запахло. Запеканка. Быстрей, 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 быстрей. Давай. Рубрика «Яхтенное анахронизм». И сегодня в рубрике «Штурманский стол». Я отношусь к тому типу людей, которые считают, что штурманские столы на яхте не нужны. Нужно было организовать нормальное рабочее место, а не вот это вот все. Ну, посмотрите, как я сижу. Я никуда не дотяну. Там огромное количество неиспользуемого места. Различные розетки, выключатели просто раскиданы по всему этому штурманскому столу. Под столом у нас радиостанция, включение опреснителя. За мной находится пульт управления музыкой. Все вот так. Какая-то дырка здесь для чего-то нужна. Ну, тут небольшая ниша есть. Сюда, как правило, ничего не влезает. И вы все время боитесь, что какая-нибудь ручка попадет. Сюда тоже что-нибудь может попасть, повредить покрытие. В общем, я не знаю, зачем штурманские столы нужны. Нужно организовать полноценное рабочее место. Да, где можно сидеть и работать, например, с ноутбуком. Но версия отдает дань уважения традициям и делают эти вот ужасные штурманские столы. За мной также, кроме музыки, есть еще пульт управления всей лодкой с показателями воды, топлива. Можно отсюда включить кондиционер. Да, и здесь модуль кондиционера. Карплотер сюда можно поставить, да, но его здесь нету. Куда его ставить, я тоже не сильно понимаю. Наверное, делается какой-нибудь дополнительный отлив. Ну, в принципе, зачем здесь карплотер? Все сейчас у всех в телефонах. Карты бумажные тоже никто не использует. В общем, ну, я против штурманского стола. Мне на лагуне 46-му он не нравится. Можно было бы и придумать что-то более интересное. Видимо, фантазии не хватило у производителя. Наш стандартный тест – разложить стол и сделать из этого места кровать. И все это у нас происходит на время. Итак, на старт, внимание, марш! Так, шумим. Василий взял хороший темп. 20 секунд.
Вася, я думаю, тебя будут приглашать потом для раскладки столов на другие яхты. У тебя уже очень хорошо получается. Итак, 30 секунд. Интересно, побьет ли Василий свой прошлый рекорд, который составил 56 секунд. 47 секунд. Василий близко, но ничего не выходит. Василий работает практически вслепую на ощупь. 60 секунд. Что-то идет не так. Минута и 30 секунд. На дюфуре было легче стол раскладывать. Минута и 35 секунд. Укладываем фендермена. Поздравляю. Минута 45. Стол удобно раскладывается, места достаточно, 2 здоровых человека разместилось здесь. Но время, конечно, не так, как в прошлый раз, в 2 раза дольше. Стол тяжелее, поэтому сталкивается с техническими сложностями. Оставляем фендермена здесь спать, а мы пойдем дальше. Не трогай. Я голодный. Вечно пытается залезть куда-то сразу. Давай доставать запеканку. Что в итоге мы скажем про салон? Я уже много про него сказал. Все хорошо. Стол ненужный, штурманский совсем. Раскиданы везде эти выключатели. А так в целом все хорошо. Мне нравится. Помочь тебе его Мне нравится украсить? цветовая гамма этого салона. Что салон темный. И качество подушек мне нравится. Раньше салоны были светлые, можно было выбрать. А сейчас они по умолчанию, по-моему, делают только такой цвет. И очень хорошо смотрится. Минусов, конечно, тоже хватает. Например, отсутствие розеток. И при наличии такого количества мест для сидения нет возможности заряжать девайсы. Ну и, в принципе, Лагун давно уже производит катамараны. Могли бы сделать ножки более удобными для того, чтобы раскладывать стол в кровать. А так, в целом, вот эту ягоду я хотел заменить. Все нормально. И съесть ее, да? Нечего. Эй! Давай ягодку тогда. Не, я не готов. Как говорится, запрыгивайте в лодку, некогда объяснять. Несмотря на то, что пошел дождь, нам нужно веселить Катю продолжать, поэтому мы отправим фендермена за гитарой. Это прекрасная возможность испытать лебедку. Кран-балка выдерживает 200-300 килограмм, фендермен весит около того. Фендермен готов? Готов. Поехали. Электрическая лебедка для веревки 10 миллиметров. 2 кнопочки электрические. А, как я и говорил, с электрической лебедкой надо всегда работать аккуратно. Фендермен в лодке. Береги фендермена, его укачивает. Бывайте, ихтиандры. Давайте посмотрим, что под капотом. А под капотом Катя. Привет. Здесь достаточно места для того, чтобы проводить все сервисные работы. Здесь стоят моторы Янмар. Считаю их наиболее надежными. Мощность у них 57 лошадиных сил. Это максимальная комплектация, возможная для этого катамарана. Стандартно идет 45. Двигатели оснащены трейл-драйвами. Зябко. Сейчас зима, погода в Черногории меняется очень быстро. Южный ветер, если с моря, идет дождь сразу. А если северный с гор, то холодно становится. Погодка резко меняется, и нужно быть к ней готовым. Но мы же на Лагуне 40 часов, мы ко всему готовы. Что с ручками неудобно. Очень сложно поймать нейтраль. Нет, вот есть первое положение, есть второе положение. Оно даже Нажать слышно. Щелчок. А нейтрали нет. И иногда, когда вы в марине начинаете дергать вот так туда-сюда, то бывает, что в нейтраль вы не ставите. И он начинает так стучать. Дым-дым-дым-дым. Дело в тросиках, которые идут. Они вот так изгибаются. А ставить дорогие, где хорошо все проходит и нет сопротивления, это невыгодно. Поэтому ставят обычные и ведут их так криво. И поэтому не очень удобно управлять. Это на многих катамаранах сейчас так. И когда снимаешь тросики отсюда, ручка просто идеальная. Ты можешь все поймать, Сами ручки вот управлять. такие мне нравятся. Делают итальянцы. Пора ставить паруса?
Чтобы поставить грот, надо забраться на хардтоп, что в принципе несложно. Неудивительно даже обнаружить в лейзи-бэге спящего Василия. Там действительно удобно. Но вот спуститься с хардтопа – это уже занятие, требующее определенных усилий и навыков. Василию не с первого раза удалось нащупать лесенку, чтобы спуститься вниз. Впрочем, через определенное время любой гарантированно привыкнет к такому неудобству. Паруса на 46-м лагуне ставить не очень удобно, поэтому ставить их нужно медленно. Здесь на этой лодке установлены электрические лебедки. Очень важно делать все аккуратно, потому что любое неверное движение, и вы можете порвать парус, либо веревку, либо лейзи-бэк, либо получить травму. Не забудьте про нирал. Нирал – это то, что тянет вниз, а фал – это то, что тянет наверх. Поэтому сейчас мы будем ставить парус, то есть тянуть за фал, а нирал у нас должен быть расправлен. Здесь кулачковый стопор, и часто его отрывают. Веревка уже даже видно, что здесь немножко повреждена, потому что кто-то уже тянул. Нам надо потравить гикошкот. Наверное, стоп? Стоп. Как обычно, стандартная история. У нас цепляются латы. Да, вот сейчас мы видим, что лата у нас зашла за Lazy Jack, за такие веревочки, которые держат мешок, сумку Lazy Bear. Это стандартная история, все время надо поправлять. Гик находится очень высоко, и туда нужно ползти, что в принципе, когда нету ветра, вот как сейчас, это не доставляет особых проблем, хотя работа на высоте, и во многих странах нужно чуть ли не допуск специальный получать, очень опасно. В любом случае забираться на мачту, если влажно, если дождь, если волна, все это влечет какие-то травмы и геморрои. Согласен. Геморрой – это самое опасное. О! Грот у нас уже стоит, с горем пополам мы его воткнули. Стаксель-автомат, веревка одна в нашем случае. И мы просто добираем веревку и травим скрутку. Стоп. Так, стаксель у нас стоит. Неудобный погон, и сам стаксель-шкот подкручивается, поворачивает блок, и в итоге стаксель-автомат ходит плохо за счет как раз скрученной веревки. И все время приходится травить стаксель-шкот, потому что каретка у стакселя-автомата останавливается где-то посередине, так как шкот набит, и не идет дальше. Особенно это актуально в слабые и не сильные ветра. Если вы в чартере с детьми, малоопытными людьми, может быть, вам и не стоит ставить паруса, поскольку это здесь сложно. Если вы идете с подготовленным экипажем в какой-то длинный переход и для экономии топлива, тогда паруса можно поставить только для того, чтобы долго не убирать. Зачастую в чартере паруса даже и не ставят. Довольствуются одним стакселем для того, чтобы создать эффект красоты и насладиться хождением якобы под парусом. Лагуну 46-му паруса не нужны. Он создан для того, чтобы на нем отдыхать. А паруса здесь не отдых. Ты мне обещал вечеринку, а не паруса. Рубим грот, скручиваем стаксель. Михаил, помоги. Убрать паруса удалось существенно быстрее. И все бы хорошо, если бы не тот самый момент неудобства нахождения на хардтопе для сворачивания грота. Один порыв ветра и... Человек за бортом! В принципе, повезло, что Михаил упал в воду, а не на палубу. Последствия могли бы быть куда печальнее. Но раз уж Михаил оказался в воде, решено было проверить, как быстро человек из воды выберется на борт. В случае катамарана это сделать крайне легко, и с этой задачей справится фактически любой, даже неподготовленный человек. Панель управления оборудованием 12 вольт находится в проходе в правую каюту. Отсюда мы управляем светом, помпами, холодильниками. И здесь даже для чего-то есть USB. Особо фееричный – это подлокотник. Каждый проходящий мимо обязательно его заденет. И обязательно со временем он быстрее всего испачкается и придет в негодность. Мастер кают.
Весь правый поплавок – это одна большая каюта. Если вы собираетесь жить на яхте, проводить много времени, то трехкаютная версия – просто идеальное решение. Огромная кровать, различные полки, выдвижные ящики, полноценный шкаф, куда вы можете повесить одежду, и она будет висеть на вешалке нормально и не мяться. Конечно, есть недостатки, это болезнь всех лодок, отсутствие розеток. Здесь у нас всего одна розетка, которая находится в начале кровати, но мы же лежим головой туда, и телефончик нам иногда хочется зарядить там. Поэтому всегда есть простор для творчества, и вы можете сами устанавливать розетки куда хотите. Итак, здесь технический ящик, тут предохранители, лебедок и оборудование на 220 вольт. Также есть ниши для хранения. Их тоже тут много, вы можете под поела распихать огромное количество разных вещей. Мне очень нравятся лагуны, и трехкаютная версия, она просто шикарная, особенно если вы собираетесь жить. Здесь, реально огромное количество мест. И с этой стороны посмотрите, снова шкафы. Даже не один, их два. Если мы пройдем дальше, здесь мы находим туалет. Он больше, чем на обычной яхте. Большое зеркало, которое не очень удобно двигается, потому что часть шкафчика всегда остается открытой. И при этом на этом зеркале остаются отпечатки, что неудобно. Здесь присутствует датчик фекального танка, кран с водой. И если мы будем наклоняться ниже, ниже, ниже и совсем вниз, и замирая в такой неудобной позе, мы можем обнаружить все-таки кнопки, которые смывают унитаз. Неудобно. Ниже снова места для хранения, что вообще отлично. На катамаране установлены электрические унитазы большой вместимости. Также здесь стоят, на мой взгляд, самый удачный вид ограничителей. Сколько здесь места. Здесь можно прыгать, наверное, и бегать. Шкафы. Поднимается столешница. Любой женщине будет приятно поместить сюда свои мелочи. Место для этого явно с избытком. Стандартная раковина. Опять же, места для хранения. Как минус могу отметить, что здесь нет ни одной розетки. Невозможно зарядить ни зубную щетку, ни электробритву, ни подключить фен. Зеркало. Открыть его сложно, и опять же остаются отпечатки пальцев. Но здесь есть большой плюс. Это стиральная машина. А в душе места хватит даже на несколько человек. Один минус, что я нашла, это шатающийся пол. Будьте осторожны. В целом, эта ванная комната, несмотря на минусы, мне очень нравится. И это еще не все. Полноценное рабочее место с аккуратной отделкой, вожделенной розеткой. Не хватает только спинки. Есть ящики. И здесь же находится второй технический шкаф. С рубильниками и предохранителями. Спуск в левый поплавок. Неоднозначное место и достаточно травмоопасное. Нужно отметить несколько моментов. Во-первых, он узкий. Вы в одежде, ходите и все время цепляетесь, третесь обо что-то. На вас жилет, с вами сумка, рюкзак, мебель будет вся зацарапана. Следующее. Когда вы идете, вам нужно за что-то держаться, особенно в море, когда лодку качает. Поэтому вы все время хватаетесь за элементы мебели, фурнитуры. Хотелось бы иметь здесь ручку, за которую можно держаться, потому что, спускаясь вниз и поднимаясь наверх, особенно на качке, вам нужно несколько точек опоры. Это очень важно. Третье. Ступенька у аварийного выхода. Она шатается, что на левом поплавке, что и на правом поплавке. И это на всех 46-х лагунах уже неоднократно отмечалось. Поэтому, когда вы ступаете, и под вами что-то начинает двигаться, эффект неожиданности. Бывали случаи, что люди падали. Поэтому, когда вы находитесь на борту лодки, смотрите за детьми, за людьми, и объясняйте им, что здесь нужно быть очень аккуратными.
Тем временем Василий пришел в гости к немного заскучавшему Фендермену, чтобы оценить размеры уже стандартной каюты и поиграть со своим другом. Надо отметить, что даже обыкновенная каюта на Лагун 46 впечатляет своими размерами. Сергей пошел в санузел левого поплавка, чтобы оценить его. И если первое впечатление от сантехники и ее расположения были положительными, то при более детальном осмотре были выявлены некоторые недостатки. Отпечатки на зеркале это не так раздражает, как попытка достать туалетную бумагу, держатель которой был установлен, вероятно, в самом неудобном месте. А поиск клавиш управления сливом так вообще вполне можно отнести к разряду квестов в ограниченном пространстве. Фендермен очень любит играть в пинг-понг. На этот раз с Василием они решили поиграть прямо на борту. Следует отметить, что это им удалось, ведь размеры лодки располагают к активной игре. А грациозность передвижения Фендермена в этой игре была просто завораживающей. Можем поиграть в дартс. Фендермен нам в этом поможет. А затем Фендермен благородно согласился развлекать Катю и Сергея. Во время съемок ни один Фендермен не пострадал. Наступало время заката. Пора было возвращаться в марину и начинать приготовление к вечеринке. Ведущие ожидали большое количество гостей. Тем более, что размеры лодки позволяли провести мероприятие с размахом. Вечеринка специально для тебя. Пошла жара! «15 человек разместилось в кокпите, представляешь? Солидно. Это только в одном кокпите. У нас есть еще флайбридж, бак, каюты. Сколько народу сюда можно загнать, чтобы устроить вечеринку? Угощение специально от Фендермена для тебя. До 50 человек можно здесь разместить единомоментно. Это Лагун 46. Отличная лодка. До утра танцуем. О, десерт долгожданный. К слову, если вам не очень по душе шумная вечеринка, то вы спокойно можете уйти к себе в каюту и остаться в ней, занимаясь своими делами. Поверьте, шум от вечеринки не будет вас раздражать. Довольно неплохая шумоизоляция в этом случае будет вам союзником. Ну все, дорогая, я пошел. Веселись. Внимание, участники соревнований. Нужно попасть в тарелку оппоненту. Кто не попадет, тот выпивает. Поехали. О, ты попал! Круто, нифига себе выдаете. Накаляется, обстановка накаляется. Фендермен пьет. До дна. Давай я тебе помогу. Мячик – это продолжение руки. Видел? Последний раунд. О, и победитель Фендермен. Доигрались. Полиция приехала. Расходимся. Убираем, убираем, убираем. Прячьтесь кто куда может. Тебе страшно? Мне тоже страшно, да? Нет. Не дышим, не дышим. Вот они ходят сверху, слышишь? Такое ощущение, что я виноват, что полиция приехала. Зачем ты громко музыку включал? Я люблю громкую музыку. Что там слышно еще? Уехали, уходим. We don't give a fuck.
лодочке? Полегчает? Я устал. Зато вечеринка удалась. Как тебе лодка? Понравилось. Лагун – большой, огромный пароход. Убираем мачту, ставим больше розеток, и получается идеальная лодка для отдыха. Хоть в чартер, хоть у причала стоит. Отдыхать на таком катамаране на самом деле сплошное удовольствие. Не хватало сапов и воды потеплее. 4-каютная версия отлично пойдет в чартер. У нас была 3-каютная, поэтому мы использовали как раз для вечеринки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, бейте в колокольцы, репостите. До новых встреч!